Привет, друзья! Сегодня у меня торт «Пьяная вишня». Этот тортик готовлю довольно часто, так как у меня его все очень любят. Готовить всем несложно и получается он у меня всегда отлично. А сочетание вишни с шоколадом, сгущенкой, об этом даже и рассказывать не надо. Выпекать надо только один корж. Делаем крем, помадку и торт готов. Для коржа мне необходимо 9 яиц, стакан сахара, стакан полной муки, какао, разрыхлитель и ложка крахмала. Яичные белки с желтками я отделила и взбиваю отдельно. Вот белки у меня уже взбиты, и с половиной сахара взбиваются белки, и с другой половиной полстакана взбиваются желтки. Вот теперь я смешиваю взбитые белки с желтками, соединяю их. Так всегда корж получается воздушный, пушистый и хорошо все взбивается. Теперь смешиваю сухие ингредиенты. Полный стакан муки, столовая ложка разрыхлителя, какао 2 полных столовых ложки и столовая ложка полная крахмала. Все смешиваю и добавляю к белково-яичной смеси, уже взбитой, небольшими порциями, просеивая сухие свои компоненты. Вот так вот все смешали, и по сути уже корж практически готов. Вот, комков никаких не получается. Отправляю на противень. Предварительно я его смазала сливочным маслом и выстелила пергаментом. Отправляю запекаться 180 градусов до полного выпекания, минут 20 где-то. Теперь дальше крем. Пол пачки масла, немножко больше, чем пол, где-то 100 грамм. И сгущенка. Небольшими порциями сгущенку добавляю, просто чтобы лучше все смешалось. Сгущенки 500 грамм. Сгущенку не обязательно брать вареную, какую нашли в магазине. Вареная или обычная, белая, без разницы. Получается и так вкусно. Все смешиваем. Взбивать не надо, просто хорошо смешать. И еще для моего крема мне понадобятся вишни. Вишни у меня консервированные, я их предварительно замочила в 100 граммах водки. Они постояли часик-другой, слила. В принципе, я делала и без водки, не замачивала вишни, тоже вкусно, но так они более такой пикантный вкус имеют. Все смешали, и крем по сути готов. Дальше еще надо приготовить глазурь, помадку. Стакан сахара и 3 столовых ложки какао. Все смешиваю, и для помадки еще мне необходимо полстакана молока и грамм 50 масла. Все проварила до готовности. Готова глазурь. Корж мой вот уже готов, зубочисткой проверила. И теперь верхнюю крышечку коржа срезаю большим ножом, такой тонкий слой верхний. Все, крышечку отправляю в сторону. Вот мой корж еще теплый, но он не горячий, но такой теплый немножко. Можно полностью, чтобы остыл. И вот отделяю его от краев. Всю внутреннюю часть мне нужно достать, чтобы остался один каркас из коржа. Одни бока и дно. Весь мякиш вот так руками я достаю.
Все полностью, максимально сколько можно, вот столько я его отделяю. Вот такой у меня получился корж. И теперь вот эта крошка, небольшую часть, меньше половины, я отделю в сторону, превращаю все в крошку, я буду украшать сверху, а вот большую половину этого мякиша отправляю сюда к крему, к сгущенке с маслом и с вишнями. Все смешиваю. И теперь буду заполнять вот свой тортик. Отправляю. Торт получается такой сочный, вкусный. Разровняла, утрамбовала немножко ложкой, чтобы когда мы будем разрезать, все держало форму. Вот так вот. И дальше вот глазурью сверху поливаю небольшим количеством, для того, чтобы вот эта крышечка хорошо прилипла, пристала к тортику, когда мы будем его нарезать, чтобы она не съезжала, не разлазились наши куски при нарезке. Вот так хорошенечко прохожу глазурью. Сверху накрываю теперь крышкой, возвращаю назад. Все. И теперь вот мне надо его смазать хорошо со всех сторон, бока, вверх. Смазываю вот этой шоколадной такой глазурью и присыпаю мелко крошкой из коржа. Он получается такой красивый, как бы пушистый тортик. И украшаю сверху вишенками, кусочками. И вот там у меня в тарелке карамелька. Это я 2 карамельки зеленого цвета дюшески расплавила в микроволновке на тарелочке буквально там секунд 30. И вот так ложкой по тарелке, ножиком поломала, потом поразбивала, и получилось такие листики. Вот такой прекрасный тортик у меня вышел. Не забываем подписываться, ставить лайки. Пока-пока!